современном мире мы очень много времени проводим, наблюдая за мерцанием курсора и появлением букв на экране. А вечером, чтобы немного отдохнуть, на том же самом экране передвигаем цветные камни, собирая их в тройки. И иногда нам чрезвычайно нужно добавить немного жизни в наши дни. И это может сделать только природа. И потоки ветра, бегущие навстречу нашему движению. Светило солнце, и день казался совершенно обычным. Но иногда один день, проведенный в пути, в окружении природы, может дать нам больше эмоций, чем десятки других. Каждый такой день добавляет в нашу жизнь крупицу чего-то нового. Для того, чтобы день сложился, нам нужно немного времени и наше желание. Ведь если у вас есть автомобиль, ботинки, рюкзак, но нет желания, значит вы останетесь дома. Но если у вас нет ничего, но есть желание, значит вы уже шагаете по тропе. А потом вы увидите, что этот день навсегда останется в вашем разуме приятными моментами из прошлого. Сегодня я отправился в очень живописное место под названием Мантуров камень. Это группа скал, протянувшихся вдоль живописной реки. Место действительно необыкновенное. Тропа ведет меня вдоль берега. То поднимается вверх, то снова ведет вниз. Скалы возвышаются по обоим берегам высотой до 40 метров. Здесь же протекает одна из самых живописных уральских рек под названием река Реж. Упираясь в Мантуров камень, она делает резкий разворот на 180 градусов. Тропа, она ведет меня вдоль живописного берега по хвойному лесу. Воздух наполнен ароматами трав, смолы и хвойного леса. Каждые 100-200 метров встречаются живописные места с выходом на скалы. Прекрасные смотровые площадки. Останавливаться приходится часто. Пройти мимо здесь просто невозможно. Звуки леса и вид реки с высоты птичьего полета способны привести любого человека в состояние умиротворения и радости. Испытывать такие эмоции – это не высшая цель в жизни. Это постоянная необходимость для каждого человека. Только так можно сделать наш мир немного добрее. На месте изгиба реки образовалось место, окруженное водой. Это полуостров, покрытый лесом с живописными скалами. Тропа ведет вдоль берега к подвесному мосту, который переходит на этот полуостров.
Сегодня я побываю на обоих берегах. Я иду вдоль берега и рассматриваю впечатляющие виды, погруженный в творение природы. На самом деле не важно, куда ты идешь и куда доберешься в конце пути. Только сама тропа и виды природы вокруг — вот что имеет значение сейчас. Важен путь и настоящий момент. Когда я сижу на краю уступа и смотрю вдаль, я представляю себе идеального себя, идеальный мир, в котором хотел бы жить. Представляю все это в своей голове, потому что наш разум может творить фантастические вещи, наслаждаясь умиротворением и своими мыслями. Но как только я оглядываюсь вокруг, я понимаю, что идеальный мир, вот он, сейчас и здесь, вокруг меня, в настоящем моменте. Здесь и сейчас есть все, что нужно для того, чтобы день был ярким. У каждого из нас есть в копилке такие места, которые воспринимаются особенно ярко и вызывают глубокое чувство комфорта. Я оказался на Мантуровом камне второй раз. И сейчас я посмотрел больше, чем в первый раз. И я запечатлел уникальные виды уральской природы с различных ракурсов, надежно сохранив их как на карте памяти, так и в своих мыслях. Это место притягивает к себе. Ты чувствуешь себя здесь как дома, как будто бывал уже сотни раз. В описании я оставлю ссылку на первый ролик, в котором подробно рассказано, как можно добраться до этого уникального места. Картины природы, далекий горизонт и скалистые берега, река, текущая между ними. Все это глубоко врезается в наше сознание. Теперь я легко смогу представить это место и этот день холодным, ненастным осенним вечером. Прекрасные виды, отсутствие ветра, настоящее летнее солнце. Яркость красок в окружающих пейзажах просто зашкаливает. Создается ощущение, как будто кто-то выкрутил рукоятку цвета и контраста на максимум. Это место просто переполнено красотой. А все эти краски делают мой день настоящим, чистым и живым.
Название скалы имеет свою историю. Она названа в честь одного из первых поселенцев ближайшего села, Парфена Мантурова. История произошла больше 300 лет назад. Парфен, спасая своего сына во время набега башкир, увел их за собой на скалу, где в сражении был убит нападающими, а ребенок был спасен. Весь секрет жизни таится в таких простых вещах. Ведь когда-то в детстве, увидев бабочку, мы забывали обо всем на свете и бежали за нею вслед. А сейчас мы стали слишком взрослыми. Мы не замечаем всего этого и просто бежим по своим делам. Ведь у нас тысячи важных дел. А когда-то мы просто гуляли по лесу, разглядывая все в мелочах, перебегающего под самой ногой блестящего жука, бесконечный ряд деревьев, складывающийся в причудливую картину, птиц, летающих по спирали на фоне пушистых облаков. Но ведь все это никуда не делось. Лишь только поменялась наша вовлеченность в процесс. Она стала намного меньше. Когда-то нам казался большим наш двор, а сейчас и всего мира уже мало. Говорят, лишь первая включенная лампочка дает нам свет в темной комнате. Вторая и третья добавляют света уже меньше. А включение 20-й лампочки уже никто не заметит. Но на самом деле все не так. Все происходит, как и раньше. Меняется лишь только наша восприимчивость, наша открытость и погружение в настоящий момент. Иногда просто нужно немного шире приоткрыть глаза и немного больше посмотреть по сторонам. И яркие краски вновь войдут в нашу жизнь. Поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Оставьте короткий отзыв в комментариях. Я уже отправился в новый поход.